Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота. На связи прямо сейчас психиатр. Спартак, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, аудитория. Ну, знаете, конечно, нужно обсудить похороны Грэма. Причем можно, конечно, пошутить, что хоронили Грэма, порвали два баяна. Даже Трамп был в таком игривом настроении. К нему приехал Нетаньяху, к нему приехал Зеленский, а потом они встретились там на прощании. В общем, речь Трампа была тоже специфическая. Говорит, что все его любили. Ну, как все, не все. Ну, так надо было сказать. Вроде как в полушутку. Ну, в общем, похоронили в закрытом гробу сразу после возвращения с Украины. Странная, конечно, история. Очень много конспирологии по этому поводу. Да, что ж такое, да, и разрыв аорты, это же не там удар в голову топором, понимаете? Это что так людей не захотели пугать. Но суть-то не в этом. Встреча Зеленского и Трампа. Как вы ее оцениваете? И из того, что нам дали... Я вот вообще не люблю это выражение, потому что всегда хочется проанализировать ситуацию, взвесить за и против. Но тут мы конкретно скот, понимаете, который ест информационный силос или там эту сено, и нам подбросили в корыто классные фоточки Умеров с треугольничком, там и Буданов, там и Арахамия, и вот они договорились, а потом поехали Ступ, Локхид Мартин, смотрите, какая классная поездка. Ты спрашиваешь, а в чем суть? Ну, будем дальше договариваться. Приходит Зеленский на интервью, говорит, мы хотим мира, Путин не хочет, ну, значит, будем воевать. Слушайте, а итоги встречи какие? Как их вычленить? Значит, начну с того, что я отношусь к этому скептически. Не потому, что я не верю там в помощь США Украине, а потому что я не верю, что Украина реализует помощь так, как надо. Понимаете, когда нам дают возможности реализовать финансовый в поле экономическом потенциал или возможность хоть как-то, я не знаю, косо-криво реализовать ситуацию с военной частью, мы умудряемся попасть в какую-то очередную проблему, в какой-то скандал. У нас постоянно вот такая вот, знаете, как политическая волатильность за счет постоянного сражения за место. Я сейчас немножко так уже, знаете, к старому вернусь. Вот эта ситуация с Федоровым, понимаете, в чем дело? Если есть несогласованность внутри структуры, структура работать уверенно и успешно не может. Если человек, ну давайте так, если система ведет войну против себя самой, поражение неизбежно. Я не говорю поражение на поле боя, там не про войну, я больше говорю про то, что поражение системное, структурное. Так получается, что любая помощь со стороны США в данном случае будет интерпретироваться украинцами как положительный сигнал, а реализовываться как отрицательный. Почему? Дополнительные деньги – это увеличение уровня конфликта внутри государственных структур. Мы видим это на примере Федорова. Нам только дала Европа, я не говорю про США, только Европа увеличила помощь и утвердила часть тех денег, что в общий бюджет должны были поступить. Тут же у Федорова появилась позиция. Я не буду ни на какой другой позиции, кроме как министра обороны. Ну и там начались какие-то еще поползновения в сторону управленческих структур. Сейчас, если США усилит помощь, особенно военную, я не буду говорить даже там про социальную помощь и помощь гуманитарную, берем чисто военную помощь, эти деньги придется как-то осваивать. То есть то, что США будет помогать Украине, это понятно, это безоговорочно, это нужно не потому, что США любит Украину, а потому, что необходимо реализовать выборы. Я думаю, все должны понимать то, что у всех разная предвыборная кампания. В случае с ситуативным успехом Украины, и важно не на поле боя, а вглубь России, когда бьют, я не понимаю, не совсем понимаю, как это связано, ну, типа, с победой. Я понимаю, что это связано с дискомфортом для России, но на победу в войне это еще не сильно похоже. Но вот этот вот стейтмент, вот эту вот позицию, они сейчас как-то используют для того, чтобы поддержать идеи и демократов, и республиканцев о правильности действий Трампа. И любая динамика, косвенно положительная или напрямую связанная с положительными результатами для Украины, будет поддерживать интерес голосовать за Трампа. Потому все вот для меня вот это выглядит как система поддержки. Не Украина, а система поддержки собственного статуса и репутации. Потому я коммуникацию Стойте, Трампа... как война в Украине может помочь Трампу выиграть? Война нет.
Смотрите, тут же дело не в самой войне, дело в том, какая будет позиция, позиционирование. Все вообще сейчас, понимаете, несмотря на то, что это вроде как и касается Украины, на самом деле это Украины касается косвенно. Есть ситуация с Ираном. Ситуацию с Ираном необходимо легитимизировать и нормально как-то закончить. Для того, чтобы закончить нормально эту ситуацию, есть такое понятие, как психоэмоциональная волатильность. Нервная система оценивает события не по тому, насколько оно по факту вероятно, а насколько психика оценивает и вспоминает ситуации из прошлого. Если получается урегулировать с Украиной, получится с Ираном. Если получится с Ираном, получится с Украиной и Россией. Им необходима хоть какая-то победа в этом вопросе. Они будут продавливать поочередно каждого участника. Сначала будут продавливать Россию. Если Россия пойдет на соглашение, продавится, ну, скажем так, даст возможность себя продавить, для них это будет формальной победой, и можно будет двигаться дальше. Если Россия нет, скажет, мы будем воевать дальше, у нас будет, скажем так, сопротивление, придется давить кого, Александр? Ну, естественно, Украину. Украину давить немножко легче. Почему? Потому что есть партнерские взаимоотношения. Украина сильно зависима. Россия независима от США, это нужно понять. Да, США может создать дополнительные проблемы в виде санкций, может создать проблемы в виде дополнительного вооружения для Украины. Но напрямую влиять, напрямую, не косвенно, а только через сателлитов, только через прокси, они могут на Россию. А напрямую влиять не могут. На Украину могут влиять напрямую. И проблема в том, что влияние происходит поочередно. Просто если постоянно давить на одного участника этого процесса, этот один участник может упереться в конечном счете и отказаться от коммуникации. Нужно создавать давление равномерно. Если получится реализовать коммуникацию и с Украиной, и с Россией, что они будут делать, судя по той информации, которую сейчас получает, я так понимаю, и Арестович, получил эту информацию из офиса президента и из МИД, что будут ехать осенью и договариваться, будут ехать, скажем так, ближе к осени, чтобы осенью закончить историю, минимизировать, остановиться по линии разграничения, по военной точке. Если получится реализовать эту стратегию, они очень на нее рассчитывают, то это минимизирует количество смертей, что ли, на самое главное. Люди – это самый главный ресурс. Мы 1000 раз уже об этом говорили, ни в чем не виноватые люди. Получится минимизировать эти проблемы. Если не получится договориться с Россией, это отнюдь не значит, что Украина станет сильнее. Придется договариваться с Украиной. С Украиной договариваться США легче. Есть инструменты давления. Поймите, что Россия независима. Возникает главный вопрос, который всех мучает. Зачем огород городить? Ну вот смотрите, вот вы говорите, система помощи американская. А помощи в чем? За европейские деньги взять чертежи у Lockheed Martin, взять их в долю, чтобы те зарабатывали, и построить завод в Британии? Ну, то есть давайте тоже, скажем, понимать. Вот эта помощь, которая 400 миллионов, там тонким слоем маслица размазана, там вплоть до 29 года. Короче, то есть от Америки как бы денег нет. Это вот такой типичный принцип. Нате вам удочку. Они говорят, дайте нам удочку, возьми удочку. Понимаете? То есть это то, что вы сейчас описываете, этот подход, это называется реально городить огород. Но вопрос-то заключается в самом главном. Да? Сейчас мы посмотрим. Мне кажется, что сейчас уйдет на спад эта вся история. Вчера Медведев, во-первых, Лавров сегодня выходит и говорит о том, что нешуточное дело, на Россию давит Запад со всех сторон. Зеленского поддерживает в его терроризме, то есть нас хотят разрушить изнутри. Лавров бьет в колокола. Лавров, конечно, не такой профессионал, как Сибига, который одним телефонным звонком может отменить новую мировую войну, позвонив в Иран, и, несмотря на всю потужность, начинать оправдываться, что мы там не хотели, мы не знали, это не мы, вот этот Каспийский. Мы выплатим все, что нужно, они же сказали, что компенсируют финансово. То есть, понимаете, позорище редкостное, да, но там и Иран вроде там Нью-Йорк Таймс пишет, собирался пускать какую-то маленькую боеголовочку, символически ответить Украине, но Сибига позвонил и всех, так сказать, в общем, договорился. Хотя выглядит это все максимально нелепо, вообще вся ситуация. Так вот, Лавров, конечно, бьет в колокола. Вчера выходит Медведев. Четко, как говорится, на камеру, на фоне флагов, говорит, не будет никакой мобилизации. Нам не надо.
Соответственно, я так понимаю, что немножко поумерит этот пыл Зеленский и все там ломы, спикеры по поводу мобилизации в России. 500 тысяч, 300 тысяч и так далее, и так далее. Понимаете? Но это ведь тоже информационная кампания. Иран, мобилизация. Это задача продать. Продать Трампу нужность. Скупка блогеров, которые там ест собачий корм. Это Лора и тоже фотографируется с украинским писюном. Ну, то есть мы видим стратегию, и это... А что, с Зеленским было фото? Ну, у Грэма было. Вот. Ага, я понял. Ну, Грэма с нами больше нет, понимаете? То есть тут очень и очень, ну, скажем так, напряженная ситуация, в контексте которую надо разрешать. Я, как там, допустим, украинец, если отбросить все вот эти слои вот этой аналитики, давайте вот четко ответим на вопрос. Так что, воздушное перемирие будет? Или Нет. Уитков и Куштер поедут договариваться о воздушном перемирии? Я не думаю, что воздушное перемирие в принципе возможно по причине того, что уровень эскалации достигает достаточно серьезного пика. И он связан и с ударами по Украине, и с ударами по России. То есть слишком сильный обмен. Смотрите, вы подняли тему, о которой я не думал в принципе, но сейчас возникла интересная мысль. Вы просто так ее развернули, я в эту сторону не смотрел. Смотрите, какая интересная история. Выходит, скажем так, не последнее лицо в Российской Федерации говорит, не будет никакой мобилизации. Как Зеленскому теперь оправдывать насильственную мобилизацию при новом главкоме? Понимаете? То есть, смотрите, одно, неважно, будет мобилизация в России или нет, имеется в виду то, что сказано было публично, заявлено вот это вот, и, как правило, то, что заявляется, оно потом как бы соблюдается. Чаще всего у Российской Федерации нету тенденции прям публично так обманывать. Они либо не договаривают, либо не говорят в принципе, если нет какой-то цели прямой. Так вот, интересно то, что это очень хороший такой медийный удар. Если они отказываются от мобилизации, как оправдать неудачу с назначением главкома нового, с тем, что убрали министра обороны, убрали Федорова, как аргументировать насильственную мобилизацию и такую жесткую мобилизацию сейчас, если не улучшается мобилизация на территории России. Понимаете, они одним заявлением кастрировали мотивацию наших украинских властей делать тот план, который уже сейчас на законодательном уровне не принимают законы, которые дают возможность ТЦК реально проникать в дом. То есть тогда возникнет вопрос. Так смотрите, нет уж мобилизации. Вы сказали, что такие меры будут только в случае, если будет мобилизация. Они же уже всех, кого только можно, всех голов офиса президента уже попросили, приказали, не знаю, уболтали, чтобы те рассказывали, что если у России будет мобилизация, нам необходимо будет действовать так-то, так-то. Помните, да, это же была такая история. Так и в интервью Sky News Зеленский четко сказал, я поменял главкома, чтобы было единство, убрал Федорова, чтобы было единство для того, чтобы усилить мобилизацию. Это прямая речь. Тогда вопрос, зачем? Вопрос, куда усилить мобилизацию? Да, как? То есть как это будет реализовываться? Понимаете, как интересно, Александр? Вот обратите внимание, я об этом раньше не думал, а сейчас я смотрю на это под другим углом. И вот эта история с проблемами внутри государства, то есть с проблемами в управленческом аппарате, она дает возможность, во-первых, США реализовывать свои задачи по продаже. Вы же понимаете, это же не будет бесплатно. Все, что делает США, это не бесплатно, это не подарки. По реализации финансовых заинтересантов на территории США в рамках Украины, по реализации деятельности в коммуникации с Российской Федерацией. Для меня это, в принципе, выглядит так, как будто бы Украина является удобным посредником для коммуникации США и России. То есть, понимаете, сейчас, например, напрямую США с Россией коммуницировать не может, потому что будут возникать вопросы, а вот коммуницировать по поводу якобы Украины, а потом попутно решать свои вопросы, вполне себе возможно. Идея с введением новых санкций, которые сейчас вот как бы продавливаются, она как мне кажется, смотрите, я не экономический эксперт, но как мне кажется, она бесплотна. Почему? Потому что не очерчены границы и план этих санкций. Как правило, санкции, когда перед тем, как их ввести, четко формируется конкретный пакет, по поводу чего эти санкции будут. В данном случае пугает просто словом «санкции». Что конкретно туда будет входить?
никто как бы не говорит. Ну, если мне Не, память не ну почему изменяет, не говорят? Говорят, это вот проект почившего Грэма, проголосовали в Сенате, сейчас будет Палата представителей. Смысл в чем? Что Трамп единолично решает накладывать санкции на страны, которые сотрудничают с Россией. То есть, опять-таки, России плохо, ну, допустим, странам плохо, мировой экономике плохо. Понимаете, в чем дело? С экономической точки зрения, вот Трамп влез в Ормуз, который свободно ходили суда, никого не трогали. Ближний Восток жил, процветал, строили небоскребы, катались на Ламборджини, девки ездили разные, понимаете, туда. А сейчас что? Сейчас, в принципе, оно примерно похоже, но ситуация ухудшилась, потому что тут хуситы постреливают по Саудовской Аравии, тут танкеры горят, сегодня очередной обстрел был в Ормузе. Вот он туда влез, да, с вот этим да, и вот сейчас он влезет в вопрос российский. Но там уже интересы гораздо больших игроков, большего количества стран, ну и выхлоп больше. То есть Трамп хочет снять пенку вот эту, введя единолично эти санкции. Ну или не введя, а имея, рычаг, чтобы поговорить. Но рычаг мы видим, как он использует в Иране. Никак. Ну, абсолютно, скажем так, сначала там, ну, они не мелко, они, конечно, крупно, ну, вот крупнокалиберные махинации на рынках, а сейчас тупик, то есть куда деваться? Иран уперся и говорит, все, будем стрелять, и стреляет Иран, и никуда. Я готов разбомбить все в пух и прах, ну, а чего не бомбит? Ну, то есть возникает, а что такое? Ну, потому что он понимает, ему военные его в начале недели сказали, родной, мы вообще непонятно куда тратим эти ракеты, миллионы долларов, потом придет ко мне ревизор и спросит, а у меня оружие, ту задачу военным путем, которую ты ставишь, решить невозможно. Это ему говорят генералы. И поэтому сейчас начинаются опять танцы вокруг экономики. Вот сейчас танцы вокруг экономики с Россией. Трамп в этом деле очень непоследовательный товарищ. Но тут один нюанс. К нему приехал Биби. И они пересеклись с Зеленским. Это разбирали вчера, все это смаковали, это все. Давайте мы посмотрим. Значит, приезжает Биби. Ну, и Зеленский. Зеленский был первый, Биби второй. И тут непонятно, что вообще, простите, что с лицом, хочется спросить. Да, Зеленскому явно разговор не нравится. Он, скажем так, как бы что-то объясняет Биби, так, с напорчиком небольшим, но вроде как расстались, потом улыбнулись друг дружке. Два одинаковой национальности лидера мира, великого Израиля. Оба украинцы, можно сказать. Да, оба украинцы. Да, доброго вечера, мы с Украины, лихаем, и все. Все вроде остались довольны этим разговором, но у Биби проблемы политические. Зеленский это тоже понимает, у него тоже проблемы. Как вы оцените эту встречу? Непонятно, о чем говорили, понятно, что мы по губам читать не умеем, но явно как бы встреча была такая напряженная, хоть и на коротке, хоть и с красивой миной разошлись. Знаете, их коммуникация мне похожа на поддержку. То есть вот Биби, как вы говорите, все время сталкивается с критикой со стороны множества государств. И у него есть уголовные дела, его, в общем, хотят как бы и приструнить, и рассказать, чем ему нужно заниматься и так далее. И выглядит так, как будто бы Зеленский спрашивает, слушай, а как это вот, как с этим жить? Ну, там, я же с этим тоже столкнусь скоро по ходу дела. Дай совет, подскажи, как нужно. И так, видите, он сначала говорит, смотри, надо делать вот это, потом говорит, а потом тебя все равно посадят. И улыбается, и они расходятся. Получается так, что как будто бы он спрашивает у своего старшего, знаете, совета. На самом деле я не знаю, о чем они говорили, но выглядит так, как будто бы я смотрю не столько на реакцию Зеленского. Почему? Потому что Зеленский прекрасный актер, он умеет вести коммуникацию и имитировать и заинтересованность, и имитировать благонадежность и так далее. Кто не умеет этого делать, это Сабигу. И вот я смотрю на Сабигу. И по Сабиге все видно. Во-первых, видно, что он пытается перевести слова, которые там люди используют. Ну, потому что мы знаем, магистр английского языка, ему тяжело дается. У него ж
как бы, ну, все-таки, как ни крутите, министр международных дел. И он это все переводит. И мне кажется, в какой-то момент, когда он вспомнил слово, которое там прозвучало, он расстроился. Потому что в конце улыбались все, кроме него. Потому что, видимо, он понял, о чем идет речь. Если посмотреть на ситуацию отстраненно, вот так вот просто со стороны, рассказать человеку про игроков, но не рассказывать про их взаимоотношения. Мало чем отличается Израиль и лидер Израиля от России, лидера России, Украины, лидера Украины. И вся эта ситуация, на самом деле, они в эквивалентной друг другу проблеме сейчас. Все зависят друг от друга, все хотят решить свои задачи, и против всех заведены какие-то уголовные дела, а те, против кого не заведены, они знают, что дела вот готовы, сейчас только заканчивается президентство, вот легкий такой очерк пера, и сразу же ты становишься просто персоной нон-грата. Это понимает абсолютно точно Зеленский. Например, если Путин столкнулся с этим и столкнулся достойно, дал обратную связь такую, типа, смотрите, вы можете делать, что хотите, у меня есть, ну, типа, я легитимен, у меня есть моя позиция, и меня поддерживают люди. С Зеленским такая история не срабатывает. Почему не срабатывает? Ну, ответ отрицательный на все перечисленные мною. Если попробовать проанализировать общество, вот сейчас очередная Wildberries, скажем так, горит, взрывается, обрушение. Вот это Рязань. Там сообщили о прилете на НПЗ и вот склад Wildberries. Попали, ну, понятно, все, пожарище, и это уже даже сложно, ну, вот с точки зрения профессиональной журналистской, даже новостью назвать. В каком плане? Нет, понятно, что это там убытки, понятно, что это ситуация, но систематически выбиваются вот эти Wildberries. Ну, то есть мы понимаем, систематически выбивались НПЗ, систематически сейчас Wildberries выбиваются. Это исключительно для того, чтобы, ну, раскачать людей изнутри. Причем подключаются в эту историю там бывшие граждане Российской Федерации. Вот есть такой комментатор политический, адвокат бывший, Фейгин. Вот что он говорит. Российское общество предельно отсталое. И так было всегда. Советское общество такое же было, кстати. Они даже автомат Калашникова и тот украли. Им Хуга Шмайсер его придумал. А показывали этого алкоголика Калашникова, который, значит, вообще ни ухом, ни рылом. Я уж не говорю про все остальное. Про все украдено. Сегодня эти технологии, ну дали иранцы эти технологии беспилотников, необходимые для фронта и так далее. Они в Елабуге построили завод. И что же? Ну все. Пока кто-то еще чего-нибудь не даст, они сами ничего не сделают. Все будет через жопу. Вот Украина использует все, что только можно, и воюет 5-й год. А вы используете все, что только можно, и 5-й год не можете победить. Вот и разница. Вот. То есть мы видим, как обставляется ситуация, что вы используете, у всех все берете, там, Калашников, алкоголик для него, там, ну, вот это российское отсталое общество, иранцы дали дрон, они там завод поставили, вы ничего не можете, да, вот Украина из того, что дадут, воюет, и смотрите, как эффективно, а вы вот 5-й год уже воюете, ничего не можете сделать. Понятно, что язык ненависти, понятно, что это не бьется по фактам, понятно, что это, ну, там, можно по сути разбирать это, но это ведь одна большая, ну, скажем так, композиция музыкальная, да, о том, как россиян там к чему-то принудить. Как вы оцените вот эти усилия, направленные на общество? И мне особенно горько об этом говорить, потому что, ну, вот украинское общество никак не может повлиять на вообще действия, да, руководства. А российское, получается, ну, наверное, может. Но как? Александр. Нет, дело не... И тут вопрос даже не в политической воле. Дело в том, что все упирается в обстоятельства и в издержки, с которыми сталкивается общество и политическая сила в случае, если возникает жесткий протест. Во-первых, смотрите, если мы, ну, допустим, там, представители Украины, я не знаю, украинцы, или там, возьмем украинских политиков, считают, или мы считаем, что подобного рода давление на почты, на доставки, на разные сервисы принудит людей к забастовкам, вот это ухудшение качества жизни локальных граждан повлияет на то, что война как-то остановится или ухудшится для Российской Федерации, это так не работает.
Потому что если бы работало, то мы подобную бы тенденцию могли бы наблюдать и в ситуации с Украиной. Но мы видим то, что Украина сталкивается с отсутствием электроэнергии. Поверьте, это хуже, чем отсутствие Wildberries. Отсутствием там тепла, отсутствием воды. Со всем этим сталкивается в зимнее время, в минус 20, в минус 25, и ничего не меняется. Война не останавливается. Люди не выходят на улицы. Те забастовки, которые были, они были связаны с тем, что просто дайте нам свет. Никто не говорил, поменяйте правительство. Дайте свет, сказали, понимаете? Дело в том, что, как это объяснить, сознание массы, группы людей работает иначе. Оно ориентировано на выживание, а не на борьбу за высшие ценности, такие как смену власти. Смену власти могут пропагандировать и, в принципе, культивировать люди не тогда, когда они абсолютно голодны и истощены, а тогда, когда у них есть какой-то ресурс. Внимание! Посмотрим, кто вышел на картонный Майдан. А это вышли, ну, в основном были студенты, люди, которых, в принципе, которые не боятся, что их мобилизуют, люди, которые могут жить либо на стипендии, либо там в общежитиях, им не надо искать жилье, либо они живут на шее родителей, которые сидят и думают, боже, какого хрена мой ребенок выперся на этот позорный митинг, не имеющий никакого смысла, помимо того, что не имеющий никакого легитимного статуса. Зачем этот митинг? То есть получается так, что в сознании, в сознании украинских властей или украинских пропагандистов возникает следующая мысль. Если мы будем оказывать давление на Российскую Федерацию через граждан, через внутренние сервисы, они с большей вероятностью пойдут на примирение. Ну, ребята, еще раз, внутренние сервисы не так важны, например, как электроэнергия, канализация, вода и, в принципе, все остальное. Украина без этого пережила зиму, холодную зиму. Это была довольно холодная зима. Пережила. С каких пор мы считаем, что россияне смогут выйти на какие-то страйки, забастовки на фоне этого? Однако я вижу здесь другую историю, Александр. Я не знаю, думали вы об этом или нет. А теперь смотрите. Представляем себе ситуацию. Wildberries давала площадку для большинства граждан как возможность просто реализовывать свой маленький, мелкий или даже средний бизнес. Правильно? Люди производили товары, продукты какие-то, могли продавать, перепродавать и так далее. То есть огромное количество ресурсов финансовых хранилось там. Сейчас я уверен, что вопрос времени, когда Wildberries обанкротится, потому что даже если они останутся как существующая площадка, доверия к ним не будет. В общем, допустим, она обанкрочивалась, и нету альтернативы. Где люди будут идти зарабатывать деньги? Есть идеи? Ну, смотрите, во-первых, тут нужно понимать, что, закон сохранения энергии, никто ничего ниоткуда не берется, никуда не девается. Эти деньги уйдут в другие сферы. И я понимаю, на что вы намекаете. И здесь же очень важный момент. Очень важный момент. Давайте так, я не по поводу человеческого, судьбы человеческой, куда идти зарабатывать деньги. Я более так общо скажу. То есть в Украине сейчас где можно заработать деньги? Армейка. На оборотке, на каких-то там мануфактурах, там туда-сюда, дрончики, перекупы, гоняют, ездят, вот так. Гражданский, скажем так, сектор, он меньше. Получается, что мы добиваемся вот этого в Российской Федерации, понимаете, вот и все. Вы поняли мою мысль, да? То есть сейчас создается еще больше условий для того, чтобы... А зачем проводить мобилизацию, если люди добровольно будут туда идти? При этом разница в зарплатах колоссальная, что получают украинцы и что получают россияне. То есть понятное дело, что українець, справжній козак, має мотивуватися патриотизмом. Но дело в том, что на одном патриотизме семью не прокормишь. Кстати, ту семью, которая статистика сейчас говорит о том, что очень много семей разрушается из-за того, что военные просто не могут вернуться домой, а у женщин и у детей не возникает мотивации поддерживать это, потому что нужно все-таки как-то жить свою жизнь. И получается так, что мотивация и военных будет проседать, особенно если история затянется. Разница между разграничением по линии фронта, остановлением боевых действий, и завершением войны, Александр, колоссальная на юридическом уровне, на экономическом. Потому то, что сейчас предлагается украинским военным, это называется бесконечная война или стопроцентная смерть. Потому что это вопрос времени, когда ты умрешь, просто сегодня тебе повезло, завтра, может, не повезет. И, конечно, видите, как мы только-только смеялись над россиянами, которые там бензин покупают втридорога, или там запасаются, или еще что-то. Тут, пожалуйста, украинцы тоже тарятся солярой.
Давайте посмотрим. Короче, полным ходом таримся солярой, потому что сейчас соляра по 88, и не на всех заправках она есть. А будет, я думаю, дороже, и будет ее мало. Коротше, ми загрузили тут 11 каністрів, Сережа заливає, 220 це мій літрів. брат, 220 літрів. По чому соляра? 88. По скільки? 88. По 88 соляри сьогодні. Я не знаю, може вона на різних заправках по-різному. Це ми зараз заправляємося по 88. 10 чи 11 каністрів, 220 літрів. У нас, слава Богу, багажник великий. 20 Таримося. тисяч. Ну я чувствую, будемо їздити на велосипедах. Ну, то есть, вот вам, пожалуйста. Женщина чувствует, будет ездить на велосипедах. Ну, все как... Европа, я же говорю, а вы говорили не в Европе. Все как в «Слуге народа». Президент на велосипеде, понимаете? И вот они тарятся по 88 гривен за литр, 220 литров, забивают багажники, пытаются, ну, в общем-то, пытаются каким-то образом и сэкономить, и чтобы был запас. Но все четко понимают. Ну, это понятно, что молодые там ребята, они вот, ну, вот понимаете, в чем дело? То есть мы когда говорим там, вот украинцы там какие-то там то пришелепкиваете, не-не-не. Все четко видят эти сигналы по поводу черной зимы, все четко видят, куда все идет, все ждали вот итогов этой встречи с Трампа и Зеленского и дождались, что правильно, будет все продолжаться и будет только хуже. И поэтому можно, конечно, разбивать заводы и говорить, вот, вы там не ездите, россияне, по делам вам, но чтобы у себя было там 220 литров в загашнике, это как бы дело такое. Поэтому, когда касается каждого человека, каждый своя рубашка ближе к телу, каждый четко понимает, что его ждет. И поэтому у нас перспективы черной зимы аховские. У меня, кстати, вопрос, а почему? Какая проблема с соляркой? С каких пор у нас она началась и в чем, не знаю, у вас есть источник этой информации? Я просто не знаю. Ну, Не знаю, может затонувшие суда с топливом, которое там угрожает экологической катастрофой возле Одессы, это одна из небольших причин тому, что происходит. Ведь изначально рассказы о том, как мы сейчас отрежем и уничтожим Азовское море для России, обернулись ударами по портам и остановкой вообще любого, скажем так, судоходства. Плюс, конечно же, ну, вынос заправок, причем и поближе, и подальше к линии фронта. Ну, цена. Для людей, может быть, будет интересно, я объясню суть этого психологического феномена, почему вообще так получается. Под этот эффект попадают и россияне, и украинцы, и в США, и в Иране, везде. Значит, есть несколько ошибок. Первая, и она такая достаточно важная, называется ингрупповой фаворитизм. Что это такое? Это тенденция защищать свою группу и быть к ней менее предвзятым, менее критичным. Вторая причина называется мотивированное рассуждение. То есть вывод определяется желаемым результатом. Смотрите, вывод определяется желаемым результатом. Мы хотим победить, то есть а не объективным анализом, мы хотим победить, потому любые события, которые происходят, мы будем интерпретировать через призму победы. Нам сейчас тяжело, по нам ударит ядерной бомбой, у нас будет ядерная война, это признак победы. У нас сейчас все отключили, мы это пережили, значит, это признак победы. И вот эта комбинация групповой предвзятости в сочетании с мотивированными рассуждениями и эффектом образа врага, когда мы хорошо большую группу врага видим, а разрозненные части, в которых мы живем, мы игнорируем. И они формируют, вот именно вот эта комбинация приводит к тому, ну, к перечню вот этих проблем. Первое, это проблема противника преувеличивается и постоянно обсуждается. Нам легко обсуждать проблемы вне нашего государства, потому что мы их видим, потому что нам постоянно их транслируют средства массовой информации. Ни для кого не секрет, что средства массовой информации, которые являются заангажированными, заинтересованными в финансировании, они будут с большей вероятностью транслировать то, что позволит им существовать на территории государства, где нет свободы. Вторая причина, вторые последствия такие, это собственные проблемы игнорируются, минимизируются или оправдываются. Это связано с тем, что признание внутригрупповой проблемы снимает с нас возможность надеяться на победу в перспективе. Таким образом, люди с большей вероятностью игнорируют проблемы внутри страны. Я напомню всем украинцам, которые смотрят, ребята, нам меньше нужно думать о том, что происходит в России. Горит у них там Wildberries, не горит что-то. И больше фокусироваться на том, что происходит в нашей стране. Еще раз, пересечный громадянин, обычный житель России и его проблемы никак не приближают не нашу победу, не приближают их поражение и точно не увеличивают
мотивированность наших людей на фронте. То есть лучшее, что мы можем сделать для улучшения качества жизни, это заниматься проблемами внутри нашего государства. И последнее, что информация воспринимается асимметрично в случае вот этих искажений и ошибок мышления. То есть у нас есть дисбаланс информации. Мы воспринимаем ту информацию, которую мы получаем по поводу так называемого врага. То есть когда мы получаем информацию о сопернике, мы ее интерпретируем через призму негативизма, потому что у нас есть что? Мотивированное рассуждение. Мы надеемся, что они проиграют, мы хотим, чтобы они проиграли. Поэтому любой, даже ситуативный успех, помните, как это было? Это был такой период, когда у России экономические показатели, согласно анализу, причем не российскому анализу, а вот российский экономический рост, мелкий экономический рост России был опубликован с позиции европейских стран. Там показывали, в чем они отстали, а в чем они сейчас преуспевают. Тезис многих пропагандистов Украины был следующим. Это временное явление, вот посмотрите, как у них будет потом. С тех пор мы потеряли еще несколько сотен квадратных километров. То есть ничего не особо там поменялось. Потому вот эти групповые ошибки мышления, связанные с социальными манипуляциями, нам нужно держать в голове и помнить, что если нам подают какую-то информацию, к ней нужно относиться критически и больше фокусироваться на проблемах внутри государства, а не на проблеме внутри государства. Ну, смотрите, тут же какой момент. Мы все-таки стадное животное. 100%. Как ни крути. И тут зависит от того, на какой полянке твое стадо. Где-то поближе, там, где безопаснее, где опаснее. И когда вот эти там стада перемешиваются, мы, понимаете, мы на самом деле сталкиваемся с определенными новыми вызовами. У нас же никто не говорит. Вот вы постоянно поднимаете в наших с вами беседах вопрос демографии. Постоянно. Но есть же и другие вопросы. Отношений между военными и гражданскими. Вот, пожалуйста, сегодня в Киеве около моста на Труханов мост, на Труханов остров, двое пьяных военных забили до смерти 45-летнего мужика. По версии следствия возник словесный конфликт, он перерос в драку. И 27 лет одному военному, а второму 33 года. То есть военные в тылу. То есть что-то там, слово за слово, и вот так. Причем это так подается, как вот такой эпизод, да? Но опять-таки, а что это за история? О чем она нам говорит и какой образ будущего возникает у человека, который запасается солярой, понятен образ будущего. Вот девушка четко сказала, будем ездить на велосипедах, понятно, да? А у других людей, которые немножко думают чуть-чуть дальше, чем условно вот эта черная зима, или хотя бы примерно понимают, да, положение, соотношение сил, дел и того, что из себя будет представлять украинское общество, если Зеленский усиливает мобилизацию, чем он четко сам сказал. Так какие будут тогда отношения между друг другом у украинцев? Интересный момент по поводу того, что вот есть, такие, грубо говоря, стада, и вот они там на какой-то лужайке. Люди почему-то делают, знаете, люди не задумываются о том, на какой лужайке они находятся, но они задумываются перманентно о том, как хорошо, что я часть этого стада. Это касается, например, того же украинского языка, борьбы за украинский язык. Это касается того же политического статуса, где мы сейчас находимся, кто нам что дал, частью чего мы являемся. Мы все время хотим являться частью чего-то, но мы не хотим быть частью самостоятельной Украины. Обратите внимание, мы все время хотим то в Европу, то еще куда-то. Дайте нам это, дайте нам то. А мы хотим знать, что мы являемся... Нас пригласили на саммит по анализу поведения пекинесов. Мы хотим попасть вот это сюда, а потом нам надо это. Мы хотим быть частью вот этого. Мы всегда хотим быть частью чего-то, не являясь самостоятельной частью в том смысле, что мы не хотим как будто бы признавать, что нам всего и так было достаточно. У нас все было. Было, сейчас уже нету. Но у нас все было. Как в этом фильме, о чем говорят мужчины, да? А хорошо-то будет, а хорошо уже было.
Да-да-да, блин, да, смешно. Ну, просто, понимаете, у нас все было, а теперь мы хотим, чтобы у нас что-то было, что у нас было когда-то, но уже не факт, что будет в будущем. Потому люди радуются тому, что они являются частью, но они частью группы, но они не задумываются о том, частью какой группы они являются, где эта группа находится, какая лужайка. И кто является на самом деле, ну, скажем так, охотником. Ну, знаете, как этот... Ну, или пастухом, да, когда... ну, есть очень такая плохая блин, я не знаю, ну, я не хочу использовать, это просто шутка матерная такая, знаете, но пока овцы боялись волка... Съел пастух, да. Их сношал пастух. Да, ну, типа, ну, ел. Давайте скажем, ел. Понимаете? Вот как это получается. То есть, Смотрите, тут же есть удивительно. еще такой момент. Мы, ну вот, если так отталкиваться от тех слов, там, которые там Фейгин говорит, отсталое общество, вот это все. О, боже, кстати, я не прокомментировал. Простите, можно мне секунду прокомментировать Фейгина? Да? Когда он говорит про отсталое общество, я хочу просто вспомнить, частью какого общества он является, это раз. Кем он себя считает, кем он себя идентифицирует. Второе, кем он идентифицирует огромное количество людей на территории Российской Федерации, с которыми он дружит и до сих пор созванивается и от чего не открещивается. Мне интересно, он тоже считает их отсталыми? Или это все-таки или это другое, как говорится? Нужно понимать его последовательность мысли. Ну и я бы не опирался на точку зрения Фейгина по одной простой причине, не потому что ему не стоит доверять, он там глупый или еще что-то, не глупый, умный дядька, понятно, спекулирует информацией. На что нужно опираться? На его неспособность критически мыслить в ситуациях повышенного, ну, под давлением. То есть Фейгин не мыслит критически в ситуациях... Под каким он давлением? А очень простым. Смотрите, происходит колоссальная волатильность ситуации в Украине, и он меняет свою позицию. И ладно, если ты меняешь свою позицию аргументированно, как меняет, ну, допустим, Арестович, он всегда прикладывает, он говорит, я ошибался. Фейгин чаще всего формирует свою мысль посредством «мне дали неправильную информацию». Понимаете, в чем дело? Он говорит о том, что нас обманули. В этом и есть большая разница между, допустим, тем же Арестовичем и тем же Фейгином. Фейгин не является субъектом. У Фейгина очень большая проблема с агентностью. То есть есть такое понятие, как большая агентность, сильная агентность. Это когда человек готов принимать статус причины того, что с ним происходит, готов принимать на себя последствия принятых решений. У Фейгина, и это не только у Фейгина, это касается того же, боже, как же его зовут, Портников. У Портникова такая же проблема. Это у многих спикеров в Украине, у них какая позиция? Жертвы. Нас обманули, мне дали неправильную информацию, мы же вам доверяли. Понимаете? Чего, кстати, не скажешь про оппозиционных, это не всех оппозиционных касается, но многих оппозиционных касается. Мы поверили. То есть, видите, разница? Не нас обманули, а мы поверили. Позиция другая. Да, эта разница ощутима, но смотрите, тут же какая история. России постоянно приписывают, ну, вот это вот, даже нашумевшая Дропатова, там, отрыжка совка, вот это то, что да, подняли это интервью. То, что вот сейчас, например, такой момент сняли с Google карт, украинские пользователи в соцсетях заметили стадион в Мариуполе. И там стадион, когда со спутника, и там звезда. Ну, там армейская их, там стилизованная, прямо на поле. То есть есть конкретные там участки красным, да, на этом газоне. И вот он выкрашен в звезду. И ты смотришь с высоты птичьего полета, звезда, и там украинцы обсуждают, что вот, мол, вот. Но, понимаете, тут же тоже можно посмотреть. Так, а в Мариуполе есть стадион. Ну, то есть, понимаете, то есть звезда, понятно. Да-да, я вот тоже интересный момент. Ну, да, мы выпускаем суть. Отремонтированный стадион есть в Мариуполе, но звезда всем бьет как бы по их... Ну, и, в общем, что я хочу сказать, что всегда приписывают, что она там тянется к прошлому. Но тут есть очень тонкая грань между тем... вот, точнее как, она не тонкая, нужно просто различать правопреемственность, это важно, знаков, символов, атрибутов и так далее. Второй момент. Ностальгию. И третий момент, ну, скажем, ну, вот эту вот идеологию, да, и то, что тебе это дает, и что забирает в движении в будущем. О чем я? Вот смотрите, сейчас же какая история произошла по поводу стада и полянки. Вот есть, например, потрясающий музыкальный фестиваль в Юрмале.
«Новая волна». Помните такой? Да, конечно. Его сейчас, в общем, он имени Лаймы Вайкуля. И вот сколько просто хейта туда несется. Просто неимоверное количество. Причем со стороны людей, которые сейчас за войну и вот такие патриоты правильные с России, с Украины просто на разрыв. И там собрали, ну, вот всех. Галкин, Пугачева. Она призналась, что она там 4 месяца лежала, поломала ногу, и вот сейчас она вышла, и все там обсуждают, как она выглядит. А как выглядит Галкин, да, вот это все. Там Юрмала, несколько дней фестиваля. И там были украинцы. Потап и Настя опять воссоединились и начали петь на русском. Вот как выглядит материал об их, ну, скажем так, перформансе и общении с Пугачевой непосредственно со сцены вот этого Дзинтаря. Алла Борисовна такого кринжа еще никогда не испытывала. Именно такие комментарии появились к видео, на котором Потап и Настя обратились к Максиму Галкину и Алле Пугачевой на фестивале «Рандеву» в Юрмале. Настя, какой тебе плакат больше всего понравился перед входом в Дзинтаре? Мне понравился плакат Максима Галкина. Какой он красивый, 50 лет. Давайте поаплодируем Максу. Ну, то есть, понятно, да, эксплуатируется здесь шутка, что, ну, он сейчас, правда, изменился, там все, это была прям новость в всех таблоидных соцсетях, что Галкин сейчас очень хорошо выглядит, и потому, как бы, заход с Галкина, мол, Галкин красивый, продолжают. Мы считаем... Анна Борисовна, есть люди? Вот здесь, Анна Борисовна, боже мой! Анна Борисовна, здравствуйте, как вы хорошо выглядите! Вы все больше и больше становитесь похожи на Кристину Орбакайте. Боже, какая... вот этот молодой, не узнал. Макс, ты знаешь, ты краш всего Инстаграма. 50 лет, мы знаем, как в психологии это называется, но у нас называется этот возраст у мужчины чумасичья весна! По выражению лица Аллы Пугачевой было видно, что ей не нравится этот диалог и неуместные шутки. А Максим в конце речи Потапа наклонился к Алле и сказал, что попало. Алла Борисовна все сказала молча. Пугачева молодец, мимически всех расставила по местам. Ну, понятно, здесь позиция там редакции, что они, вот смотрите, Пугачевой было это неприятно, да, там 50 лет Галкину, не 50 лет Пугачевой, но она выглядит как Кристина Орбакайте. Это вот так, как бы, российская сторона, да, которая вот, ох, как, смотрите, украинцах вот этих, они ж вернулись опять, соединились в дуэт, будут петь по-русски. Что с украинской стороны говорят и как обсуждают появление Потапа и Насти в Юрмале вот, українські, проукраїнські коментатори? Потап і Настя остаточно пробили дно. Коли в Київ з концертом. Ой, ми повернемось в Київ, коли в Києві буде метро по 8 гривень. І будемо їздити по станціям, зробимо цей тур по станціям метро. Так. Потап і Настя, що нещодавно повернулися на сцену у ролі дуету і вже представили нову пісню, яка повністю сплагіачена у Верки Сердючки, виступили в рамках фестивалю в Юрмалі. Але замість овацій прихильників вони отримали тільки хейт. Співаки насміхалися з України і повернення на батьківщину. Публічно заявляли про те, що неважливо, якою мовою розмовляти, і що поки вони не планують випускати пісні українською, і ще багато інших неоднозначних висказувань. Ви знаєте, є ще одна ідея, що ми повернемося завдяки проєкту «Фабрика зірок», але треба переспати з продюсером, а там такі продюсери, з кимось я вже був, а з кимось ще не знаємо, що робити. Ми занадто помітні для цього. Але окрім фанатів, зірки, здається, розлютили і своїх колег. Так мережею ширяться кадри незадоволеної Алли Пугачової після невдалих і відверто крінжових жартів Потапа у бік її та Максима Галкіна. Анна Борисовна, здравствуйте, как вы хорошо выглядите! Вы все больше... Ну, в общем, понятно, да? И на Украину возвращаться не хотят, и там они шутят, дуркуют, как это раньше, но, понятное дело, обстоятельства изменились. Не только Галкин и Пугачева не молодеют, а и Потап и Настя тоже, но они вернулись, Спартак, к тому, что они делали, к тому, что они умели, и они, ну, а по-другому не получается. Настя там попела на испанском, Потап там рассказывал Дудю, какая у него классная... Но все равно Потап и Настя. Почему? Потому что это помнят, это слушают, и это русский язык. Как вы оцените осуждение Потапа и Насти одними и вторыми? Смотрите, тех комментаторов, которые комментируют непосредственно само событие, они дают оценку поведению Потапа по отношению к другому человеку. Они смотрят на взаимоотношения людей. Украинские комментаторы в данном случае, мы можем сказать, вынуждены или заинтересованы, как угодно, или приняли такое решение.
Они смотрят не на суть, а на форму. Где находится, кто находится. Украинец, у которого украинский паспорт, находится в Юрмале на мероприятии с большим количеством россиян. Это бесконечная будет возня, связанная непосредственно с оценкой того, где кто находится, но меня не это интересует. Знаете, на что хочу обратить внимание? Может, вы подумаете, то, что это не так значимо, а я считаю это значимым. Вы уже в сотнях статей, в десятках интервью открестились от Каменских и от Потапа. Нахрен вы дальше про них пишете? То есть возникает вопрос, вы же сказали, что уже все, они не являются для вас лидерами думок, все, они для вас уже не инфлюенсеры, они для вас незначимые, вы уже их ненавидите. Как долго вы будете... Это, знаете, я позвонил тебе сказать, что я тебя ненавижу, не хочу с тобой общаться. Точно такая же история. Вы же сказали, что не будете их обсуждать. Ценность ваших комментариев для социальных медиа нулевая. Вы просто подливаете масло в огонь, но толку в этом никакого. Но вы сами себя компрометируете. Вы, если хотите, чтобы человека, если вы хотите отменить человека, вы не должны о нем говорить. Не надо говорить на всеобщее обозрение, мы тебя отменяем. Мы не хотим, чтобы о тебе больше говорили. А потом еще месяц говорить. Надо, чтобы этого парня никто... Это как про меня говорили, знаете, Александр, зачем вы тянете его в инфопространство? И пишут посты огромные. Вот, опять Спартака тянут в инфопространство. Я думаю, вы же сами меня тянете в инфопространство. Я же уже ничего не делаю. Просто сами меня везде публикуете. Знаете, то есть нонсенс заключается в том, что здесь не позиция сильного. У украинских средств массовой информации нет сильной позиции. Они вынуждены постоянно присмыкаться и кричать: смотрите, нас опять-таки, видите, это низкая агентность. Нас обманули, нас бросили. Не мы доверяли ненужным людям. Или мы не смогли воспитать патриотизм в этих людях. Мы не смогли предложить им Может, условия. это лживый патриотизм? Ведь Потап и Настя, их творческий путь, если проанализировать и прийти к этой точке, куда они пришли, они же что делают? Они делают то, что и всегда. Шутят, как попало. Правильно там говорит Галкин, что попало. Но это их, они всегда такие были. Но вот эта пауза, вот эта позиция и, во-первых, я не верю, что там, я видел комментарий, типа, жрать нечего, да? Дело не в этом. Это все равно творческие люди, они понимают уровень успеха, какой был, какой есть, они хотят поддерживать его. Это немножко другая философия, тут не только дело в деньгах. Плюс они смотрят на Лободу, например, которая вроде как, она там и хатынку продала в России, нормально все, и с ними особо не ссорилась, и ездит, собирает стадионы, и отлично себя чувствует в том, но не нужной на родине. И они подумали, что мы, елки-палки, хуже, у нас тоже есть классные песни, да, на русском языке, да. И тут внезапно, представляете, оказывается, на русском языке можно. Но чем эти Потап и Настя отличаются от, например, людей старшего поколения из Одессы, которым приходят вот такие и начинают рассказывать, на каком языке говорить, переучивать и так далее. А в чем тут патриотизм, понимаете? То есть тут может быть проблема та, что... И плюс еще, тут же очень важно, возраст. Эта вся шутка там неудачная или удачная, там реакция Пугачевой, Галкина, там над Галкиным пошутили, над Пугачевой, вроде как все миленько, но вроде как с издевочкой, все как положено. Это же тоже про возраст. Слишком долго все идет, а ты себя не изменишь. Потап и Настя хотели встроиться в эту историю, или там международную историю другую, но у них не получилось. То есть это конкретно указатель того, что это тупиковый путь. Тупиковый. Простите, но там и вот эти люди, комментаторы, которые пишут, вот они там в Юрмале выступали, там где русские. Да, хорошие русские, но все равно же они русские. То есть нет хороших русских. Я вообще не делю русских на хороших. Кто вообще... Это как с языком. Делить язык на... Вот когда говорят язык ворога. Ребята, нету языка врага. Единственный язык врага – это язык насилия. Все остальное, это... И пока что, честно вам скажу, что в этом ключе непонятно еще, какой язык врага, если тебя постоянно принуждают, наказывают, силой мобилизируют, презирают, угнетают, заводят дела. Непонятно, что такое язык врага. Определитесь, что вы имеете в виду. Это язык конкретного государства? Если да, является ли тогда русский язык языком врага, например, Польши? Язык ли врага для Польши русский язык или нет? Если нет, то что нам делать? Если поляки не считают, что русский язык – это язык врага, заставить их ненавидеть русских? В общем, это очень странная история.
она не имеет под собой никакого логичного базиса. И ситуация с Настей, с Каменских и с Потапом, она показательна. То есть получается так, что вам необходимо выбрать какую-то модель поведения. Модель поведения должна быть последовательной. Мало того, что она должна быть последовательной, она должна согласовываться с реальностью. Вот в чем дело. Потому что хочет делать Настя Каменских и Потап? Они то комментируют на украинском, то комментируют на русском. Это не проблема. Все зависит от того, на какую аудиторию они работают и какая их цель. Но проблема заключается в том, что они не высказывают свою позицию окончательно. Должны ли они это делать? Нет. Но поможет ли это им в том направлении, которым они занимаются? Да. Они должны сказать конкретно, какая у них позиция. А когда ты взаимодействуешь, допустим, с россиянами, то и не даешь никакой позиции, не высказываешь свою позицию, тебе позицию что делают? Приписывают. Выскажись. Вот скажи, смотрите, ребята, я считаю, что проблема не конкретно в россиянах, я считаю, что проблема во многих других факторах, связанных непосредственно с нашими властями, связанные с властями Российской Федерации. Не все люди такие. Я ориентируюсь на людей, которые мне приятны и так далее. Выскажись по-человечески, дай понять. Но у них не получается, или это не входит в их планы, либо это не является их приоритетом. Я, в принципе, считаю, что Потап и Настя Каменских сделали и для Украины достаточно, и для культуры в целом, в том числе для России, потому что, начнем с того, что наш даже потужный, сколько в России времени провел, ни одна баня была обтанцована этим молодым человеком. Потому давайте мы все-таки не будем обесценивать вклад Зеленского в российскую культуру. И когда мы смотрим на оценку наших средств массовой информации и оценку, допустим, нейтральных средств массовой информации, тоже Латвии, возьмем Россию, например, Беларусь, их оценка, она ориентирована не на уничижение, а на претензию к форме коммуникации. Смотрите, никто не говорит, они могли бы сказать, украинцы отнеслись плохо к великой певице. Могли так сказать? Могли сказать. Что бы они тогда сделали? Они тогда бы обличили всех украинцев в какое-то неадекватное быдло, которое критикует или там, допустим, шутит неуместные шутки по отношению в к людям. Украине не видите, уже не украинцы. А теперь вот что интересно. А украинцы сделали акцент. Сказали как? Украинцы дружат с русскими. Понимаете, это смещение фокуса. Это вопрос ценностный, Александр. И этому надо очень долго учить. По я не поводу думаю, что языка врага очень интересно ваше размышление. Раз уж так по шоу-бизнесу, то по шоу-бизнесу. Есть такая певица, помните группу «Антитела»? Те, которые в Крыму должны были, там есть Тарас Тополя, он забронирован ГУР, фотографировался, как он типа воюет, на самом деле понятно, где он воюет, но тем не менее, они там концерт в Крыму собирались сделать. А у него жена, тоже певица, Алёша, когда-то выступала там на... в общем, на Евровидении, в общем, и так далее. Она попала в жуткий скандал, они, разошлись, потому что она ему изменила, плюс это все было записано на видео, и видео эти слили. Они хотели там поиметь денег за эти видео с этой Алёши. Половой контакт слили, что ли, все? Да. И, в общем, именно вот это прям событие, вот именно Господи. все, да. И там, в общем, Тарас Тополя и Алёша разошлись, все. То есть это жуткий скандал. Но меня другое заинтересовало. Вот эта Алёша дает интервью. Смотрите, ситуация же жуткая. Там понятно, что шоу-бизнес, там туда-сюда, но вообще так, по-человечески ужас. Но какой акцент делают у нее на интервью? Коли злили інтимне відео, я відкрила, я перші пару кадрів подивилася, оцінила твою фігуру прекрасно. То есть, когда слили видео, я открыла, пару кадров, конечно, посмотрела, слили же, надо же посмотреть, интервьюер, говорит, посмотрел, фигура у тебя прекрасная, все замечательно. И тут дальше начинается Украина головного мозга. Подумала, що матір 3 дітей, я б теж так мріяла виглядати після 3 дітей, але різанула мене, якщо чесно, твоя російська мова. Тобто, знаєш чому? Я тобі поясню зараз свою позицію. Мене засмучує відверто, коли публічні люди транслюють на загал публічно про українську позицію, говорять, а вдома все ж таки спілкуються російською. Смотрите, они обсуждают слитое интимное видео, которое пытались продать этой же Алёше, с Алёшей участием, где она мать 3 детей, хорошо выглядит и хорошо там занимается. И она ей говорит, вот все нормально. Говорит, а что ты по-русски говорила в этот момент?
Ну, что ты... И дальше она объясняет позицию. Я против, когда люди транслируют на широкий загал, ну, типа, на широкую аудиторию, то, что они там, типа, дома или где-то еще, в общем, короче, говорят по-русски. Это просто... Я в шоке был. Ну, и там, что отвечает Алеша? Это тоже отдельный вид искусства. Из такого ідіотизму вибиратися. Все російською. Чому тут так склалося? Ну, тому що він російською спілкувався. Він спілкувався російською, і я просто не Это гениально. я не знаю, по волі так пішло, не знаю. Ну, бо він розказував, що він теж десь зі Сходу чи що. Я бачила, що йому дуже складно. Я просто це от емпатично зробила. Я в шоке. То есть ему сложно, он с Востока. Как ни крути, все-таки войди в положение. Молодая Понимаете, мне женщина. так... Я эмпатичен, поэтому говорила с ним по-русски. Эмпатично, да, это просто кошмар. Спартак, мне кажется, мы последние с этой украинской мовой, последние там мозги высосали через трубочку. Они обсуждают слитый компромат. Ну, это скандал был, он несколько месяцев назад, то есть это был большой скандал в шоу. Но они обсуждают через язык. А что ты там на видео по-русски говорила? Это единственное, что есть. Они хотят это обсудить. Смещение фокуса внимания достаточно распространенная риторическая ошибка. Ее используют для того, чтобы ввести подмену понятий. Что проблема заключается не в том, что ты, ну, как бы... Изменила мужу. Неблагоразумно поступила, и ты неблагонадежный человек, и вообще ты, честно говоря, ну, типа, в некоторых местах бы тебя оскорбили посильнее и объяснили бы, что ты не права. Но на каком-то языке это сделать. Понимаете, это смещение фокуса внимания. Потому, давайте так, это можно эскалировать. Например, человеку не оказали помощь, потому что он стонал не на украинском языке. Знаете, это, типа, это, ну, да, ему было больно, мы видели, что он обливается кровью, но він стогнав російською, понимаете, мовою врага. Это, ну, как это работает? Или, допустим, два военных зарезали молодого парня. Да, потому что он кричал на русском языке, а мужики, когда кричали «я тебя вбью», вони кричали чисто щирую українською мовою. Ну, это еще раз, это такая подмена понятий. Я вот это вот интервью, честно говоря, я его сохраню, этот кусочек, и я даже сделаю какой-то психологический разбор, наверное, может даже уже ближе психиатрический, потому что, ну, типа, логические ошибки не в полной мере описывают модель вот этой вот системы оценок. Потому хочу все-таки разобрать. Это нонсенс. Ну, давайте закончим с примером все-таки людей, у которых есть стержень. Очередной языковой скандал, на который внимание обратила Яніна Соколова. А це, друзі, столиця. Блогер підійшов на вулиці міста до компанії дівчат і почав діалог російською мовою. То есть негодяй какой подошел к девушкам и начал по-русски с ними говорить. Блогер. Коли дівчата зробили йому зауваження, закликали розмовляти українською або відмовилися комунікувати мовою агресора, хлопець вдався до абсурдних і маніпулятивних аргументів. О, абсурдные манипулятивные аргументы. Девки с ним не захотели общаться, говорит, по-русски тут пришел, а он сейчас начал абсурд и манипуляцию. А что там за абсурд и манипуляция? Він заявив: «Я не українець, я київлянин», стверджував, що є корінним киянином та представником інтелігенції. Скільки у нас таких в Києві? Это жесть. Сколько у нас таких в Киеве? Это жесть. И показывают фрагмент. То есть я не украинец, я киевлянин, коренной представитель интеллигенции. Это вот она обсуждает вот этот диалог блогера, пацаненка, с девчатами. Блогера. Коллеги. Колеги, коли будуть розмовляти українською. Да не, не буду. Ну так тоді нам не цікаво і не зацікавлені. Да, потому что, ну, всю жизнь так, а что? Так ніколи не пізно перейти на українську. Ви живете в Україні. И что? Це мова агресора, як мінімум. Это что? Мова агресора. Розмовляєте мовою, яка мене дуже сильно тригерить. Я попрошу вас або розмовляти українською, або просто з нами не розмовляти. Це моя позиція. Все. Хорошо, моя позиция продолжать разговаривать, как я разговариваю. Тоді ми з вами не спілкуємося. Не, мы коренные. Хто корінний? Ні, корінні київляні – це інтелігенція, яка розмовляє українською. Не согласен, в корне не согласен. І ця риторика, це ж реально СРСР. І оці корінні київляни, члени комуністичного ладу не тільки фізично, але й ментально. Тобто інтелігенція – це ті, хто по-русски, така логіка. А українською – то, мабуть, меншовартісні селяни, на думку цього недолугого пана і ще частини, на жаль, наших співвітчизників в Києві. Відео викликало величезне обурення в мережі, і якщо ви думали, що він після розголосу щось переосмислив, цей пан, то змушені вас, друзі, розчарувати. Він у своїх позиціях, схоже, укріпився ще більше. Я извиняться ни в коем случае не буду, это моя позиция, потому что, ну, люди,
Это смешно. Каждый разговаривает как хочет, размовляя як хочет, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть это каждому свое, знаете. То есть кому-то водички попить, кому-то пиво попить. Ну, мне лично воды нравится. Могу и молоко попить. Это не принципиально. Так вот, что я вам хочу сказать. Никогда, и еще раз, никогда не прогибайтесь под чужое мнение. Никогда не прогибайтесь под чужое мнение. В общем, вот так вот. Не извинился вот этот человек. О чем эта история, Спартак? О том, что есть поколение, которое все-таки не безнадежное. И, внимание, на чем я хочу сделать акцент, что дело не в том, на каком языке он разговаривает, а на том, что у него есть позиция по поводу выбора языка, в отличие от тех, у кого нету. Не работает под давлением, не прогибайтесь под чужое мнение. Ему сказали, говори на украинском, он что сказал? Ребята, наверное, давайте я когда сам разберусь, на каком языке мне говорить, вы мне не будете рассказывать. Это касается всех языков. У вас есть право выбирать тот язык, на котором вы считаете нужным говорить. Это, кстати, касается и украинцев. Ну, человек говорит на украинском языке, приходит куда-то. Но если всю жизнь он говорил на украинском языке, что от него требовать говорить на русском? Есть некоторые там сталкиваются с критикой украинского языка. Никакую. Я считаю, что критиковать язык – это, в принципе, самый низкий уровень интеллектуальной коммуникации, который только, в принципе, может быть. Если вы сталкиваетесь с тем, что критикуется форма, а не содержание, если вы сталкиваетесь с тем, что люди смотрят не на суть, а на обрамление, можете сразу сделать вывод. Человек находится под влиянием пропаганды. Почему? Потому что, когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец. Если до вас пытаются донести какую-то мысль, старайтесь сделать акцент на том, какую мысль доносят, а не каким путем. Иногда это бывает обидно, иногда больно, неприятно. Иногда вам кажется, что на вас оказывается какое-то нападение, ментальная атака. Но знаете, если вы научитесь вычленять манипуляции из обычной риторики, с большей вероятностью сможете получать пользу от той информации, которую вы поглощаете. И не забывайте смотреть альтернативное мнение. Для этого и существуют оппозиционные каналы. Для этого, кстати, есть и марафон. Посмотрите марафон, послушайте, что они говорят. Потом зайдите, послушайте Шелеста, зайдите, послушайте Арестовича, Мураева. Гляньте, разные мнения. Правда, не всегда где-то посередине, но у вас есть возможность эту середину для себя определить. Я считаю, что каждый свободный человек имеет право принимать решения о том, на каком языке ему говорить. Каждый человек имеет право принимать решения, как ему формировать свои ценности. И никто, ни военное руководство, ни политическое руководство, ни средства массовой информации, ни какие-то подписчики, ни какие-то пересічні громадяни на вулиці Киева, никто не имеет права вам рассказывать и диктовать, как жить. Почему? Потому что они не будут нести ответственность за те решения, которые вам и не диктовали. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое, Александр. Вы мне сегодня, конечно, такими новостями аж настроение подняли. Друзья, напишите, что у вас с настроением в комментариях. Спасибо большое, что не забывайте ставить лайк. Самое главное в этом всем идиотизме сохранять холодную голову, горячее сердце, беречь себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.